Всем привет, ребята, с вами снова я, Настя, и сегодня нам с вами предстоит ночная фидерная рыбалка на Гродненском водохранилище. Чтоб вы понимали, июнь на рыбку плюнь, у нас вот прям вот как сказано, так и было, целый июнь. Мы то едем, то рыбу не клюет, то попадаем в ураган, мы даже попали в этот Янис. Просто ужас, что творилось. Но самое главное, что вот в этот ураган рыба клевала, как только ураган прекратился, клев вот, ну, вообще не было. То есть куда едем, там Неман, водохранилище, озера куда-нибудь, все, просто ноль. Поэтому вот сейчас вроде бы как бы все устаканивается, но у нас с вами времени как бы не так много. Завтра 8 часов утра очередной ураган, очередной ливень, поэтому ночная рыбалка должна у нас с вами получиться. Я буду всеми силами стараться. Я уже разложила свой геркулес, это будет для Кирюхи. Кирюха чуть-чуть попозже подъедет, я все подготовила, я буду ловить на платформе. Сейчас мы с вами замешаем прикормку. Сейчас 7 часов вечера, солнце жарит невыносимо. Мы спрятались в тенечке. Но еще смущает один факт. Это очень популярное место рыболовное. И когда тут клев, пропихнуться трудно. Можно сказать, даже невозможно. Но если кто-то уступит, знаете, какой-то прогалочек небольшой, то да. А тут мы приехали, ну сначала стоят палатки. Ну видно, что в основном не рыбаки, а просто отдыхающие. А тут, где мы все время ловим, просто пусто. Весь берег пустой, никого нету. Мы одни. Я так, знаете, что-то как-то думаю... Может, мы приехали, а тут не клюет, не знаю. Ну, в общем, как бы посмотрим. Ну, ночь впереди, что-то придумаем, накормим по прикормочке. У меня будет 3 пачки фидерной светлой прикормки. Фидер, салма. Можно было бы, конечно, как всегда, добавить ароматику жидкую. Сегодня я это делать не буду. Будет чисто прикормка. Будет много нарезки из кукурузы. Лимана, к сожалению, я не нашла. Поэтому будем мотыля немного подрезать. Ну, в общем, кормиться я сегодня буду по своему стандарту. Баночка корма на точку. Так как у меня две дистанции будет, буду кормить 2 дистанции. По рельефу тут и как бы в целом по точкам ловли, рельеф тут везде ракушка. И не просто ракушка, а ракушка, которая, ну, прям, знаете, такая, как лезвие ножа. И как бы аномалий никаких нету, ровненько так все время идет. Ну, это я знаю, потому что мы здесь много лет летом ловим, поэтому я это знаю. И я решила, что дальняя точка будет примерно 70 метров. Посмотрю, покидаю еще, а ближняя, ну, около 40. То есть еще выставимся на колышках, я потом выставлюсь. Кирюха не знаю, как будет ловить. Прикормку я заливаю просто водичку. У меня тут остатки печива яркого, зелененького тут такого. И пачечка салма, микрогранулы. Ну, это тоже как печиво идет. Думаю, можно сразу же, в принципе, это все высыпать и просто доувлажнять постепенно прикормочку. Поэтому ничего супер нового я выдумывать не буду. Побольше салатового цвета. Да, что я мелочусь. И вот эту всю баночку. Плюс, кстати, оно пахнет горохом. Темка. На какого-нибудь карасика. На леща, карася. У меня настроение, знаете, прям вот за этот июнь на рыбку плюнь, прям, знаете, такое киль 20 за ночь так натягать, чтоб меня этот прям... Ну, кстати, на 3 пачки прикормки даже, хочу вам сказать, не то чтобы прям много печива, но как бы можно было и бы побольше, но как бы будем вести себя скромнее. Так, все, водичкой доувлажняем, даем ей настояться, как всегда, еще раз потом увлажняем и я думаю, можно будет потихонечку подготавливать мою новую удилочку сейчас, пока прикормочка будет настаиваться. И выставиться на колышках, посмотреть мерочным грузиком, все ли у меня на дистанции моей хорошо. Может быть, найдем там прогалочек без ракушечки. Это было бы хорошо, потому что одна удилка у меня сильвер до 80 грамм, которая там очень тоненькая плетенка. Мы с вами на мысике в озерах ловили. Там 0,12 плетеночка. И я вот, знаете, что-то такое, конечно... Ну да, у меня не доходят руки перевязаться. Ну просто, знаете, уже это какой-то такой экстрим дополнительный к рыбалке. Поэтому вот хотелось бы на ближнюю дистанцию найти что-то такое менее безопасное, чтобы не происходило казуса. Потому что я понимаю, что тонкая плетенка, хорошая рыба, убийственная ракушка на точке. Это чревато обрывами и как бы моими бзиками. Поэтому да, сейчас покидаем, посмотрим, торопиться нам некуда. А к ночной рыбалке надо подготавливаться очень хорошо. Во-первых, надо правильный ориентир выбрать, чтобы как бы ночью его было видно. Потому что днем-то ладно, а ночью, как мой брат Леша любит выбирать где-нибудь снизу, потом такой сидит, а я не вижу свой ориентир.
Поэтому да, с этими тоже нюансами надо будет разобраться. Чтобы все ваши нужные вещи под рукой лежали, крючочки, поводочки, там для оснастки на всякий случай вещи, резина, фидергам, стопорочки, в общем, все, чтобы рядом лежало. Поэтому да. И поводки, понятное дело, у меня тоже будут сразу же такие 0,180, чтобы... Ракушка, ребят. А тем более, если подойдут братцы-лещи, которые должны подойти, то как бы зачем нам мелочиться? Сразу же на Big Fish. Все, ребят, идем. Свою новую удилочку разложу, покидаемся, посмотрим. Ну и будь что будет. Как получится, так получится. Уже просто, знаете, давно уже серии не выходили, а безрыбные серии я не люблю. Всегда хочется какой-то улов, хочется какой-то прогресс. Поэтому рыба будет. Она никуда не денется, господа. Все. О, коленки сидят. Пошлите на жару. В общем, ребятки, ситуация такая. Я ближнюю точку сразу же закормила. У меня 38 метров дистанция. Silver Water до 80 грамм будет стоять на ней. Катушечка там Magma 8 5000 стоит. И, собственно, моя любимая плетеночка 0,12. Тоненькая, ладненькая. Я закармила, чтобы вы понимали, кириной удочкой. Дистансом до 100 грамм. Там плетеночка 0,16. Катушка Magma 8 тоже стоит. И, собственно говоря, сейчас я уже бросаю своей обновочкой. Это Тур-2 до 130 грамм, 3,9 длина. К сожалению, она уже распакована не мной, хотя вы знаете, как я люблю открывать вот эту пленочку красивенькую. Катушку я тоже поставила здесь Magma 8 5000. Плетеночка 0,16, такая яркая, салатовая, красивая. Ну и дистанция 60 метров. Можно было бы, конечно, дальше бросать, но там прям... Тут злая ракушка, а там прям вообще злее некуда. Поэтому, как бы 60 достаточно комфортная дистанция, чтобы закармливаться, сидеть большой кормушкой. Поэтому вот сейчас сижу, кормлю. Сильвером я закормила целую банку, вот свою любименькую черненькую. И в последние 5 кормушечек нарезала кукурузу. Сейчас сделаю тут то же самое. Мотыля я не добавляла, потому что, нужен Big Fish, мелочь нам не нужна. Мотыля я начну ночью давать, у меня еще немного готовой пшенки консервированной, то есть чуть-чуть чего-нибудь там будем не спеша добавлять. А про свои ощущения по поводу удочки, я когда ее собрала, вот так, знаете, беру в руку и понимаю, что чего-то как-то до 130 грамм слишком легкая. Так, знаете, я понимаю, что тут какие-то супер крутые инновации, супер крутой вот этот крепеж какой-то для... то есть я в этом не особо понимаю, но я знаю, что это крутая удилка. И первые забросы было страшно, а сейчас что-то как-то, знаете, какая-то уверенность, хотя она выглядит, вот так, если бы со стороны, сказала бы, максимум до 80 грамм. Такая вот какая-то худышечка. А так, пожалуйста. Их такой... Пяу! 60 грамм кормушечка. Вот где еще проверять такую удилку? Да, можно было бы поехать на реку, на Неман, допустим, но сейчас очень много несет травы, и рыба не клюет, неинтересно. Почему бы не проверить дальними дистанциями, а не тяжелыми грузами? И вот, кстати, еще очень тоненький комель. Как-то так, прям под мою ручку, знаете, маленькую такую. Не под мужскую, а под мою. Так вот берешь аккуратненько. Тык-тык-тык-тык-тык. Это еще я же говорю, это первые прям эмоции, такие ощущения.
Надо половить, надо попробовать, понять, потом на реку съездить, там еще куда-нибудь, вот прочувствовать ее, и тогда что-то прям говорить. Так, да, пока вот как-то, ну, нормально. Хорошо, прям я бы сказала. Поэтому, да. В общем, что тут говорить? Самая дорогая удочка у фидер-концепта, поэтому как бы пока что вот так вот. Просто как итальянцы делают, вот так вот. Сейчас еще как рыбка себя поведет. Ну вот, распаковали. А сейчас бы вот лещика поймали, я бы так эстетично потом с лещом, так ой. Ну ладно. Это уже такие моментики. Сейчас вот докормлю, у меня тут совсем чуть-чуть осталось. Как бы торопиться мне некуда. Там еще вот сейчас справа от нас люди подъехали. Буду тоже отдыхать. Ну, как бы. И у меня цель сидеть ловить. Но с таким солнцепеком я уже не знаю, что делать, честное слово. Я то туда, то сюда, то прятаться от этого солнца. Хорошо, что на мне вот это джерси норфиновская солнцезащитная одета. И то, вот я сижу, прикормку беру, я по привычке уже закатываю, чтобы, знаете, ну не испачкать. Мне все-таки жалко, как бы, пачкать такую красивую вещь. Поэтому, да, докормлюсь. Кукурузки сейчас докину. Как по прошлогодним рыбалкам, я помню, тут, ну, около часа, около 2 начинается клев ночи. Поэтому что? Ловить-то я все равно буду, но уже думаю, я уже хочу темна, я уже хочу ночи. Чтобы вот с фонариком сидеть, со светом и спокойненько ловить. Главное, чтобы еще, конечно, мошкара не надоедала. Ну, это, как правило, тоже только буквально там пару часиков надоедания. Поэтому да, пока что вот такие планы у меня. Кормимся, ребятки. За леща. Poor boy from the backwoods, thought I never would find my way. Sweet girl, straight from downtown, where I was just another face. They said that we should steer clear of each other. Matches and gasoline, nothing but trouble. Said we'd never make it, but you ain't seen nothing yet. Just getting started. В общем, ребят, вайерша на 2 дистанциях. Сказали мне: Настя, уходи. Хотя был на дальней дистанции один подлещик. Но как бы все. Иногда ракушка попадается, делает вот эти небольшие вроде бы как поклевки. Я думаю, ладно, как раз Киря приехал, пойдем приготовим ужин, потому что, скорее всего, ночью или утром я уже не захочу что-нибудь на мангале готовить. А пока вот есть еще энергия, есть еще силы. Пойдем приготовим вкусненько, и потом уже, когда стемнеет, поставим свет, и уже будем тогда нормально, серьезно сидеть, ловить рыбу. Надеюсь, без ершей. Хотя бы пусть подлещики стоят. Иначе это будет вообще печально. Sunset in old Mexico, running and loving our way down the coast. Nothing to lose, 'cause with you I am home. Here we go. Oh, we're just getting started. Just getting started. We're just getting started. We're just getting started.
Итак, ребят, уже, наверное, 3 часа утра, чтобы вы понимали. Вообще 0 поклевок. Что у меня, что у Кири. Сидим, просто перезабрасываемся. Я уже, собственно говоря, тут как бы на небольшом унынии. И вот ближняя точка. Слушайте, и так, конечно, как-то хочу вам сказать, трудно. Ой, а что он меня в траву уводит? Ёлки-палки, это, наверное, карась. Фицупан. Он в траву меня уводит. Ой, нет, туда, не туда. Кто там? Кто стоять? Я так ждал тут. Тихо. Руки затряслись. Ёлки-палки. Лещара, ребятки. Ой. Ай, вторую удочку зацепила. Ну правильно. Все. И что? Взяли вторую камеру. Я пока тут леща вываживала, а Паша побежал за второй камерой, потому что никто не ожидал, что он вообще плюнет. Но он приплыл. Сейчас я вам покажу кабанчика этого. Слушайте, 1,5-шечка, наверное. К чем какает? Моим печевым сладеньким? 100%. Хороший какой. Ну, что я вам хочу сказать. Ночная рыбалка, это, конечно, не мое. Ну, то есть, вот, смотрите. Сейчас я братишку отпущу, все вам расскажу. То есть, получается, я пошла готовить вот эту вот штучку из лаваша. Слоеная. Мы в интернете с Пашей увидели. Я думаю, ну все красиво. Надо приготовить. По факту, хочу вам сказать, что это на вкус... Он заглотил. Я сейчас вкусываю. На вкус это как... Красавчик. Как чебурек. У меня, конечно, там неровно получилось, но это как бы в первый раз, ничего страшного, но сам факт то, что, то есть столько труда и как бы вкус, как обычный чебурек, понятно, туда я еще перчика красненького болгарского подрезала, лучка, но как бы вау-эффекта не произвело, много усилий, как бы, в принципе, можно было это все упростить, сделать как люляшки и лавашком его вернуть, соусом, там, помидорчиком, и было бы точно так же. Так, для кадра, конечно, красиво в целом попробовать, но как бы вау-эффекта не произвело. Ну вот, в общем, полчаса мы там, грубо говоря, постояли, кофе попили, начали ловить. Чуть-чуть тут Паша посидел, половил, поклевок 0. Я там посидела с Кирей. Но у меня-то, я сейчас поставлю фонарик. У меня фонарик вот так вот, когда мы ловим ночью, я ставлю фонарик, и он хорошо светит на 2 удочки. Киря поставил светлячок. Такой, знаете, навороченный, который на батареечке что-то там и красным светит. Я села на стульчик, пока Паша тут сидел, пытался ловить. Думаю, посмотрю, давным-давно не смотрела на светлячок. 10 минут я смотрю на этот светлячок, а он у меня уже там рисуется, знаете, то есть как галюны такие. Я думаю, не-не-не. Ловля на светлячок точно не моя, потому что я сразу же начинаю, у меня глаза просто бегать начинают. Где мой поводок? Так. Field Competition Senses 0.18, ребят. На 2 удочках. 12-ка Гамакацу 2210B. Сейчас я ее найду. И по поводу ракушечки. Она усложняет настолько ловлю, что поводки приходится очень часто менять. И плюс уже у меня на дальней дистанции 0.16 8-жилка. Я в какой-то момент достаю удилочку, кормушку забиваю. И смотрю, у меня просто, знаете, такой тоненький волосочек. Ракушка так подрезала аккуратненько. Вот прям вот видно, вот это Паша на телефон сфотографировал. Что вот если бы я забрасывала, все, у меня бы все ушло, поэтому... Еще сидела, перевязывалась. И она еще, знаете, умудряется, вот и закинула кормушку.
Сидишь, ждешь этой поклевки. Потом начинаются какие-то движения на точке, ну прям видишь, что, ну как, то ли поклевка, то ли что. Она там двигается, видно, эта ракушка. В общем, делает обманочные поклевки. Я уже не знаю, сколько мы ракушек... Лично я улиток поймала, но они просто садятся жадно на мотыля, на опарыши вот, и сидят. Ну и, в общем, да, сколько тут времени жарки вот этой вот прошло. Вот все вот так вот. Ни ерша, ни... Вот первый лещик, можно так сказать. Плюс еще, знаете, так посвежело. Влажность такая стала сильная. Я сразу шапочку, костюмчик свой одела. Кстати, костюмчик Feeder Concept Шторм называется. И вот в самое то такой, знаете, костюм на такое время года. Да не поймите, что. То дождь может начаться, то как бы так. Влажность. Под дождиком посидеть. Не страшно. О, поклевка. Я серьезно, поклевка была. Тут еще, кстати, бобер плавал, помогал с поклевками тоже. В наглую так проплывает, цепляет, и дальше все плывет. 2 удилки подряд. Тихо, слушайте, сейчас раздача пойдет. Так, сейчас одену фонарик, быстро перезабросим. И посмотрим, что у нас на дальней точке. Ну, поклевка точно была, потому что... Или, может, не знаю, может, опять бобер проплывал. Тут не угадаешь, кто там, что там. Когда на 2 удочки ловишь, так вечно какие-то эти. Не обращайте внимания на мой фонарик на голове. Там чуть-чуть крепление поломалось. Но основную функцию он свою выполняет, поэтому как бы меня все устраивает. Быстренько одеваем поводочек. Сейчас у меня стоял... А что у меня... у меня стоял, по-моему... Я тут уже меняю насадки все это время. По-моему, у меня стоял пучок мотыля и 2 опарыша, если я не ошибаюсь. Вон, видите, еще то, что крючок заглотил, я и не увидела насадку. Мотылик такой, знаете, не особо свежий, но я уже сижу, выколупываю там более бодреньких ребят. На ночной рыбалке недопустимая вещь. Должен быть прям... Да и в принципе, на любой рыбалке он должен быть прям, знаете, такой весь... Хорошенький, сочненький, красивенький. Какой есть уже, что поделать. Большой пучок, как всегда. Но если честно, я думала, что дальняя точка будет как бы лучше себя показывать. Видите? Не знаю. Это я так думала. Так, и 2 опарыша. Сюда побольше, красивее. Оп. Кормушечку забили и за леща. Уже, кстати, светлеет. Ориентир уже хотя бы видно. Что до этого так... Еще когда, знаете, свет сзади стоит. Немножечко ослепила так сама себя. И сидишь вот так вот, высматриваешь этот ориентир. Сейчас уже светлеть начинает. И уже вот я уже вижу нормально лес на той стороне. Чпаньк за леща. Так, сейчас быстро дальнюю перезабросим, потому что там уже кто сидит у нас. Ракушка какая-нибудь противная. Кто ее знает. Оп. Проверяем. Никого. Или сидит что-то непонятно. Да, кто там? Ёрш? Ёлки-палки. Дальняя точка меня разочаровывает пока что. Чуть-чуть подтянем. Да, и лучше стакан не ставить удочку. Я лучше вот сюда буду ее ложить, потому что если будет поклевка, я, как всегда, запутаюсь, чуть-чуть пойдет не так. Аккуратненько сейчас ёршика, да? Ёршика достанем. Паша говорит, что поклевка. Я вот, как всегда, чем-то другим занимаюсь. Мало того, что ракушка мне портит поводки, так еще и вот, пожалуйста, дополнительный бонус. Любительница подпортить все поводки и все это дело. Ёрш. Какая ты противная рыба. Чтоб ты знала. Твои
В прикормку я уже все кидаю. Консервированное пшено, опарыш, кукуруза, мотыль. Да что, как по-другому? Уже вот просто выбора нету. Надо все пробовать. Ну, сюда тоже сейчас одену большой пучок мотыля. А что я так сажусь? Я что-то не поняла. Выгибаюсь. Просто до этого было сидеть невозможно с фонариком на голове. Машкара налетает сразу же на лицо. Я на задний свет вот так вот поворачивалась и сидела, надевала. Опасные эти звери. Не дают спокойно половить. Так, и 2 опарика одеваем. Такая же насадка, как и на ближней дистанции. Обязательно посмотреть плетенку. Все в порядке? Все в порядке. За леща. Ой, как хорошо уже сейчас. Вот с каждой минутой я отчетливее вижу свой ориентир. Чпаньк. Все, давайте посмотрим на поклевку. Хоть какую-нибудь, хоть ершовую. Давайте, пока вы смотрите за поклевкой, я схожу за кукурузой, чтобы сделать нарезку, и заодно себе чай налью. А вы следите. Я что добегу. Вы знаете, что самое может быть обидное в этой ситуации? Что это может быть единственная рыба за всю ночь. В 7 уже показывает ливень. А как бы, понятное дело, сейчас много мест, ну как, немного, вот точно 2 места я знаю, где хорошо отлавливаются, там за ночь чуть ли не по 18 килограмм рыбы. Но есть проблема в том, что там очень много людей, говорят, что некоторые даже вахтуются, как бы меняются за друг дружкой. Ну и места там, знаете, ну, грубо говоря, поля, ни леса, ничего, как бы. Можно было бы, конечно, съездить, но как бы вы все-таки любители такого, более какого-то уединения. Да и как бы в толпе ловить. Оно, конечно, весело, но не с камеры, не с такого количества вещей, как у нас. Иногда, конечно, приходится, когда выбора нету, но что поделать? Ну, поймала я одного леща. С кем не бывает. Зато как гордо звучит. Я просидела ночь, отловила. Поймала одного леща. Чуть кукурузу банку не могу открыть. Ну. Не бондюэль, ребят. Что-то какая-то проблема с бондюэль. В последнее время не могу ее найти в магазинах. Видимо, кто-то настоящий рыбака постоянно ее выкупает раньше, чем я. Остановитесь, оставьте мне хоть чуть-чуть бондюэль кукурузки. Не, ну это вот, кстати, тоже ничего. Такая прям нормальная. Рыбу рассудила, видите? Ящик все равно подошел. Нарезочка. Ну, кстати, я вам про костюм сказала, а целиком-то его не показала. Смотрим. Мне, он, знаете, он как как классический такой костюм. Все так, знаете, как-то аккуратненько смотрится, без всяких вот излишечек. Штанишки высокие. Да? Что сзади, что спереди. Все на застежечках, на липучечках, горловина высокая. Главное название — «Шторм». У меня ассоциация сразу с игрой Dota 2. Кто знает, кто играет, то знает. Я сразу Паше сказала, это Шторм Спирит для меня сразу же. Еще бы сделать голубые вставочки, так вообще идеально было. А так вот сколько уже? Почти год. Да, в прошлом году я тоже ловила в этом костюме. И прям
Ну, как новенький. Слушайте, на глазах так светлеет. Вам, наверное, еще не видно, но прям в моменте так резко светло стало. Ну, давайте перезабросим с кукурузкой, с нарезкой сейчас. Посмотрим. Что-то мне кажется, что все не так, как я рассчитывала будет. Кирилл вообще там слился уже с камышом. Он в своем костюме, его там даже не видно на стуле. Так, что там? Опять ракушка, что ли? Это просто издевательство. Ну, хоть ты ее собирай уже, я не знаю. Надоело. Чего парыша, всего мотыля объедает. Что за противное создание? Давайте оденем просто 3 опарыша. И на ту дистанцию, и на дальнюю, и на ближнюю дистанцию. Просто уже ради эксперимента с вами посмотрим. Хотя я до этого тоже пробовала. Результата не было, но и как бы на чистого мотыля и на мотыля с опарышем тоже как бы прям движения какого-то супер не было. Просто за попочку аккуратненько 3 опарика оденем и посмотрим. Ну, тут просто даже нечего добавить и нечего убавить. Просто, ну, как бы по факту все по стандарту, как я всегда за корм делаю. Все нарезано, все добавлено. Это точно не в поводке, не в диаметре. Ой, даже не добросила. Дело. Просто вот рыбка еще видно, я не знаю. Что у меня, какие у меня дела в июне могут быть? Отдых, отпуск. Вот, наверное, у нее отпуск еще пока. Где-то мимолетно одна рыба проходит. 2-3. И все. Вот не будь тут такой злой ракушки, можно было бы сидеть, экспериментировать, знаете, что выдумывать с поводком, утончаться, удлиняться. Тут как бы, ну... Что ты тут сделаешь? Если даже ни плетня, ни 0,118 поводок не выдерживает этой ракушки. И прям что-то тут выдумывать тоже... Я просто не хочу даже рисковать. А зачем? Тут, видите, она может выскочить, как этот... Один этот лещик какой-нибудь или даже подлещик захочет клюнуть. У меня там поводок будет тоненький стоять. И я пока буду подсекать там... И все, и сразу же. Не-не-не. Так, ближнюю давайте тоже на 3 опарыша поставим. Не, кстати, нашла минус этого костюма, слушайте. Но это минус для съемок. Если так вам ловить, то как бы вообще нормально. Но для того, что вот когда висит микрофон, а я очень много жестикулирую, то есть создается шум. Это единственный минус этого костюма. Но это ладно. Как бы это для обычной рыбалки не минус даже. Ну что, давай, пожалуйста, рыбка, ну дай клевочку. Чпоньк. Что я могу сделать, ребят? Я могу просто снять фонарик, положить его, куда-нибудь его на стол выкинуть, взять кружку кофе, мят чай, сидеть просто пить. Не знаю, ходить туда-сюда, гулять, наслаждаться свежим воздухом. Это вот хорошо, что мы приготовили ужин. То есть как бы еще занялись вот этим всем, подготовка красиво, мангальчик там, покушали. Какая-то энергия появилась. А вот сейчас вот я не знаю, с утра был еще и бесклевная, когда рыбалка, не знаю. У меня бы просто даже желания не было идти элементарно что-то начинать делать. А сейчас еще с рассветом мелочь на точку станет, и прощай наш лещик. Тактика нытья даже сейчас не работает.
Ладно, все мои полномочия закончены. Было сделано все, что возможно. А так бы сейчас вот на стульчике, как Кири, вот так вот облокотиться. Точно бы заснула на стуле. Вот так вот ловить. Вы бы уже смотрели мой сон просто сбоку. О, клювка. Ничего себе, на дальней дистанции. На 3 опарыша. Чего? Где продолжение? И там, на ближней, да? Ну что, ставки? Это была поклевка улитки. И там, и там. Проверяем. Дальняя точка. Да, сидит улитка. Видели поклевку? Мега рыба. Ну, значит, и на ближней точке такая же рыба сидит. Вот как? Ну, что так вот... Что надо так еще в крючок этот умудриться заглотить. Такая рыбалка, да? Трудная. Может, это все-таки наша вина. Надо было, к примеру, уделить часа 2, может, больше. Вот найти прям такой, знаете, участочек, где поменьше этой ракушки. Ну, все-таки я доверилась, знаете, предыдущим рыбалкам, предыдущим годам. Мы примерно всегда в это время ловим. Ну, не знаю, просто, наверное, в этот раз это не моя ночь оказалась. Сейчас одену пучок мотыля и будем сидеть. Что нам еще остается? Что, ракушка? Ближняя точка. Нет, тут нету ракушки. Значит, все-таки, может, это рыба была. Но я все-таки вернусь к мотылю. Вот видите, нету клёва, и я обратно удилище в стакан ставлю. А если был бы клев, я бы уже все-таки подумала немного. Стоит ли мне так делать? Но не в этот раз. Все, буду ловить, ребят. Точнее, ждать кого-нибудь. Есть. Ребята, ну это чистой воды издевательство. Опять ближняя точка. Моя шапка говорит, наверное, сама за себя. Я чувствую себя как этот... Ну что это? О, чё он расслабил так? Ну, поклевка была хорошая. Наверное, поменьше кто-то. Не такой лещик, как тогда, но... Да. Да, подлещ. Иди. Алиш как удает, а? Что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Вы специально, Паш, было, отключил камеру.
Ты говорит, давай все-таки попробуем записать. Говорю, давай. 40 минут. Первая рыба. Первая вообще поклевка. Я уже, если честно, в какой-то момент даже начала присынать на платформе. Рыба, что у вас происходит? Нет, у меня просто нет объяснений, честное слово. 4:30 уже, ребят. Уже и свет, в принципе, уже скоро не надо будет. Вообще ничего не надо будет. Я вроде бы как бы и не расстроена, а вроде как бы, Давайте сейчас сделаем нарезку из кукурузы. Я еще сейчас прикормки подсыплю. У меня уже прикормки тоже не осталось. Почти все выкормила. Сделаем нарезку из кукурузки и туда насыпем сухой ароматики марципан. Уже как бы просто пробуем все, что есть. И сюда вот мою самую любимую марципановую сухую ароматику. Побольше, не стесняемся. И всю эту вкуснятину режем. Ярко, ароматно, красиво. Что ж еще рыбе надо? Я не понимаю. Капризная какая-то рыба. Пока, к сожалению, удочку не получается обловить. Почему-то вся рыба... вру. Одна густерина клюнула. После моих слов, что расцветет и придет мелочь, вот одна густера клюнула, я думаю, все. Но нет, пока вот больше после нее поклевок не было. Я же, я так надеялась, что, знаете, вот потягаю какой-нибудь вот подлещика такого хорошего. Но ни ерша и ни густеру, чтобы вот прям прочувствовать эту удилочку. Все не по плану, все не так, как хотелось. Так, одела пучок мотыля, одного опарыша. Забила кормушку кукурузкой в марципановой сыпучке. И за леща. И сейчас сразу дальнюю точку перезабросим. Проверим, что там. Может, там опять улитка висит какая-нибудь. Тут все целое. Дальняя точка вообще молчит. Давайте тоже сейчас полную кормушку кукурузы забью. С марципановой вкусняшкой. Может, хоть как-то ее позовет. Нет, я во время ловли тоже подсыпала чуть-чуть, немного так постепенно, не спеша. Сухой ароматики, пушонки чуть-чуть давала. Да, кстати, ребят, у меня закончилась резина фидергам, поэтому я завязала свою старую оснастку. Просто небольшой кусочек лесочки к основной плетенке привязывается. Делать кармашек для кормушечки с вертлюжком. Отводик под поводочек. В общем, секретная оснастка. И на свой страх и риск вот так. Собственно говоря, всю ночь ловлю. Какой страх и риск? Только окунь и густера пока что. Что тут? Давайте. Все целое, все нормально. Перезабрасываемся. Что уже и остается мне делать. Я уже устала говорить за леща. Давайте скажу за карася. Чпаньк. Посмотрим. Может, все-таки хоть одна рыбка крупная подойдет на дальнюю дистанцию. Сколько можно. Может быть, еще как-нибудь у нас дождик пойдет, хотя бы чуть-чуть стороной. Хотя бы часик даст еще посидеть. Надо посмотреть будет по погоде, не знаю. Завидую тем ребятам, которые там вот
Просто с палаточками приехали, шашлычки, знаете, там колокольчики, дубиночки. Не так обидно, Хуз? Есть. Ой, кто-то большой. Или это зацеп? Не поняла. А нет, зацеп какой-то такой. За что оно там так? А не, подождите. Не поняла. Что за косячная ночь какая-то? Так, ну может давайте выйду отсюда, посмотрю, попробую. Что, как это так? Да ни разу не цеплялось ничего. Тут что, за что оно там? Я прям чувствую... А, может какая-то ветка или что? Прям чувствую, как что-то там. Прям ходит туда-сюда. Там сам такой буль-буль. Попробуем сейчас вырвать, не знаю. Половили. Ну как так-то, ну? И что мне делать? Я рвать не хочу. Ой, придется рвать, ребят. О! Порвало все, что ли? Я не понимаю, откуда зацеп. Я все это время ловила, ни разу ничего не происходило. Поводок оборвало. С резиной еще оборвалось все. Это вот кто-то подошел на кукурузу с марципаном. Да елки-палки. Как всегда, сидишь до последнего, веришь и ждешь, что кто что-то придет. Но приходит дождь, и Настя плачет горькими слезами под дождем, видя свой улов совместный с Кириллом. Киря поймал карася, хорошего такого братишку, я поймала леща, подлещика. И на закорм ко мне, ребята, знаете, кто пришел под конец? Окуни. Чудесным образом на кукурузу с марципаном приплыли братишки. Ну и как бы с ракушкой менялись периодично. В итоге я не уследила за сильвером, точнее за плетенкой 0.12. Она оборвалась. Ну и как бы все, я ловила уже только на дальнюю дистанцию на Тур-2. Наверное, все-таки ракушка срезала, но как бы сложная рыбалка. Ночь я высидела, ни разу почти не заснула. Почти. Ну, в общем, да, как-то вот так вот, ребята. Ну, что поделать, такая рыбалка у нас. Так что встретимся с вами на следующей рыбалке. Надеюсь, она будет более продуктивная, более интересная. А сейчас мы отправляемся домой, складываемся мокрыми. Ребяток отпускаем домой, хотя я бы хотела на коптилочку уже просто отправить. Ну ладно, это уже в другой раз. В общем, всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Я хочу спать.